Рада приветствовать всех на канале «Жизнь женщин». Умение проявлять сочувствие и эмпатию считается положительным качеством, однако важно проявлять их правильно. Подруга – это тот человек, который всегда готов выслушать и помочь. Но если после разговора с ней ты чувствуешь себя истощенной, значит дружба перерастает в токсичные отношения, а значит пора задуматься, чтобы изменить свое поведение. В нашей жизни много проблем. Есть они и у наших близких, и у наших знакомых, и нам часто приходится выслушивать жалобы на что-то или на кого-то. Это естественно. Людям хочется как-то снять напряжение, выговориться. Такие люди постоянно ноют и жалуются просто ради того, чтобы ныть и жаловаться, и мы им в этом способствуем. Обычно они ничего не делают, чтобы как-то исправить свое положение. Им нравится быть жертвой и центром внимания. Но постоянное выслушивание чужих жалоб отбирает у нас энергию. Поэтому от таких людей нужно избавляться в своей жизни без сожалений. Влияние негативного человека. Одни люди рассказывают о своих проблемах, чтобы получить поддержку и совет, а другие, чтобы перебросить свой негатив на другого. Нужно научиться различать. Может быть, люди, относящиеся ко второй категории, назовут тебя бесчувственным эгоистом, когда ты окажешься идти у них на поводу. Может быть, попытаются внушить чувство вины или еще что-то неприятное. Не страшно. Компенсацией будет прилив энергии и чувство самоуважения после отказа от токсичного общения. Почему не стоит выслушивать жалобы? Потому что тот, кто только жалуется, ничего не делает для того, чтобы изменить свою жизнь. Ему привычно быть в роли обиженного. Такой у него психотип, такое мировоззрение. Выслушаешь ты его, а чем поможешь? Ничем. Ему не нужна помощь, ему нужно поговорить, а разговор без цели не имеет смысла. Жалуясь, он подсознательно, а иногда и сознательно снимает с себя чувство вины за свою неудачливость. С такими людьми должен работать специалист, который умеет влиять на образ мышления. Наибольшее негативное воздействие на человека оказывают его собственные мысли о плохом. Ты никогда не решишь проблемы вечно жалующегося, потому что он и не намерен их решать. Ты никогда не утешишь его душу состраданием, потому что оно ему и не нужно. Все, к чему он стремится, найти освобождение от ответственности за свою судьбу, то есть к невозможному. Что происходит с нами, когда мы постоянно выслушиваем жалобы? Мы отдаем энергию в никуда. Мы хотим помочь, но решение проблемы не приходит. Мы пробуем снова и снова, и в результате истощаемся. Первые признаки истощения – эмоциональный дисбаланс, сложности с решением собственных проблем, проблемы с концентрацией, появление негативных мыслей. Что же мы можем сделать, чтобы не идти на поводу у жалующихся? Первое. Установить и сохранять дистанцию. Возможно, жалующийся поначалу обидится на безучастие, но на самом деле, если бы каждый перестал выслушивать его бесконечные разговоры о тщетности бытия, ему пришлось бы, наконец, решать свои проблемы, вместо того, чтобы только говорить о них или перестать зацикливаться на плохом. Второе. Дать понять жалующемуся, что некого назначить ответственным за то, что происходит, кроме него самого. Допустим, ты выслушал человека. Раз так, то не пожалей времени еще на то, чтобы сказать ему честно, что есть проблема локальная, на которую он жалуется, и есть более глобальная, которая состоит в его отрицательном отношении к ситуации и к жизни вообще. Третье. Не показывать слабость. Жалующийся – это манипулятор. Не показывай ему свою готовность идти у него на поводу. Так ты погубишь и себя, и его. Негативная деятельность человека, который тебе жалуется, так никогда и не прекратится. Истощив тебя, он найдет себе другую жертву. Четвертое. Установить границы.
Попроси его уважать твое право на личное пространство, а также на выбор темы разговора. Ты можешь сказать, что не хочешь все время разговаривать о трагедиях и бедах. Тогда человек вынужден будет отвлечься от негатива. Ты не сможешь ничем помочь такому человеку, потому что ему не нужна помощь. Твое сочувствие тоже ничем не поможет, оно тоже ему не нужно. Общение с токсичными людьми серьезно вредит нам самим. Пытаясь отыскать несуществующее решение проблемы, мы попросту тратим энергию в никуда. Нам становится сложнее решать собственные проблемы. Появляются негативные мысли, которые тянут нас на дно. Как оградить себя от таких людей? Во-первых, нужно всегда держать в голове, что жалующийся человек пытается тобой манипулировать, потому ни в коем случае нельзя идти у него на поводу. Можно попробовать установить границы и говорить только на определенные темы. Если случай еще не критический, можно попробовать объяснить человеку, что за свои проблемы несет ответственность только он сам. Показать, что своими действиями он сам загоняет себя в яму. Если же разумные аргументы не помогают, лучше просто прекратить общение, ибо получается себе дороже. Общение с токсичными людьми– это бессмысленный и выматывающий процесс. Чаще всего, если человек решил, что жертвой быть ему легче, ты ему уже ничем не сможешь помочь. Лучше бежать от таких людей подальше. Люди токсичные есть среди нас, сразу они почему-то заметны и изничтожают душевный запас глупостью, хамством своим беспросветным. В жизни набогу и многое нужно, предназначение взять у других, не признают ни любовь и ни дружбу, делят людей на полезных, чужих. С ними прохладно, да, и неспокойно. Вечно в тревоге, смятении, злости, ждать от них тщетно поступков достойных, без приглашения завалятся в гости. Просьбы не слышат, совет не подскажут, даже последнее могут забрать. Вряд ли хорошее что-либо скажут, помощь не могут они оказать. С ними всегда тяжело, некомфортно, землю остудят дыханием своим. Праздный, ленивый, порой беззаботный и равнодушный к делам мировым. Люди токсичные есть среди нас. Лучше держаться подальше от них, чтобы сохранить наш духовный запас, светлый резерв добрых чувств мировых. Подскажите, может, вы знаете другие действенные способы общения с негативными людьми? Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Знаете, что на канале «Жизнь женщин» вы найдете много интересных тем для себя. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока.